вы что, в цирковое училище поступаете? Вася попросил, Маша танцует. Ты балерина, и это поднимает твою ценность в модельном бизнесе в том числе. Сколько тебе времени нужно на подготовку? Я говорю, 40 минут. Он говорит, у тебя нет 40 минут, у тебя есть 15 минут. Начинаем второе действие. Я недостаточно образована, недостаточно хорошо вращаюсь, недостаточно хорошо прыгаю. Ведь это же не каждый может себе такое позволить, так скажем, за одну жизнь как бы заново начать найти себя в своей любимой профессии. Правда ведь? Как-то мы с мамой пошли на «Каменный цветок» в Стасик, театр Станиславского и Немировича Данченко, куда часто ходили смотреть балеты. И в какой-то момент в зале объявили, что балерина травмировалась, и на замену выйдет Мария Семеняченко. Она вышла совсем-совсем молоденькая, наверное, 20-летняя, тоненькая, высокая, статная, в этом невероятном облегающем малахитовом трико, и глаз невозможно было от нее отвести, до сих пор помню свой восторг. Эта встреча в Машиной квартире в Ереване, где она сейчас живет, танцует и преподает, стала во многом ностальгической. Но в то же время разговор получился очень откровенным, я бы сказала, наверное, животрепещущим и злободневным. Давайте переходить к интервью. Кажется, вы уже в детстве не боялись выбирать нестандартные пути и решения. Расскажите, пожалуйста, историю своего поступления в училище. 3 тура есть. Первый тур смотрят данные, это несложно. Да? Второй тур медицинский, тоже несложно. Третий тур нужно танцевать. Есть одно «но», что этот танец должен был кто-то поставить. Педагог, который мог поставить, попросил на тот момент, это 95-96 год, $100, которым мы просто не обладали. Никакой ни вальс, ни полечку, ни мазурочку мне поставить никто не мог. Мы с мамой решили это сделать совместно. А на тот момент я, можно сказать, сходила с ума по Майклу Джексону. Первый, по-моему, альбом, если я не ошибаюсь, «History». А там была песня, она называется «Little Suzy». Песня очень грустная, очень тяжелая, но она как-то вот меня очень за душу брала. И на все эти 4 минуты мы с мамой поставили танцевальный этюд, я бы сказала. Татьяна Алексеевна Таякина, на тот момент директор Киевского хореографического училища, не остановила меня. Все 4 минуты приемная комиссия смотрела мой танец. Все эти 4 минуты моя мама внизу сходила с ума от того, что все остальные родители шипели на нее, что вы что, в цирковое училище поступаете? Как можно сделать выбор такой музыки? Ну, собственно, так я оказалась в Киевском хореографическом училище. Ваши родители из Петербурга, и вы тоже там родились. Не было желания попробовать поступить в Вагановское училище? Я в детстве была сильно ранимая, в не очень приятной форме, несколько грубоватые. Ответили, что как бы мы тут понаехавших не набираем. И как-то на меня эти слова так надавили сильно, мы не стали переходить. Вы обучались в Киеве и Москве, танцевали в разных театрах и странах. Носительницей традиций какой школы вы себя считаете? Всю базу и все то, за что меня долгое время и до сих пор хвалят и ценят, да, это в большей степени мне дала, конечно, Киевская школа. И мой педагог там, который вела нас с 1 класса по 1 курс, Нина Серафимовна Косенко. Конечно, до сих пор я с теплотой вспоминаю ее интеллигентный, точный, тихий, добрый голос, который нас никогда не оскорбляли в классе. Неприятными словами нас педагог не называл. Она разговаривала очень тихо. У нас всегда была в классе тишина гробовая. Мы ее не боялись. Но мы испытывали вот этот трепет, вот эту вот тонкую грань, чувствовали, вот что вот она нам открывает дверь в это искусство. Вот этот трепет и вот то, что она заложила в меня, я вот до сих пор, вот мне сейчас почти 38 лет, я до сих пор вспоминаю с теплотой и с большой благодарностью. Почему перед третьим курсом, самым важным и ответственным, вы решили перейти в Московское училище? Если признаться честно, сменился педагог. Я очень любила и очень привыкла к Нине Серафимовне Косенко. Я бы, наверное, никуда бы не уехала, если бы продолжала учить нас она. Решение не было связано в том числе с перспективой попасть в Большой театр. В каком театре вы мечтали танцевать? Мечты попасть в Большой театр у меня не было вообще никогда. Первое мое воспоминание о том, где бы я хотела работать, детская анкета. У меня было написано в Гранд-Опера.
Я очень сомневаюсь, что я точно знала, где Гранд-Опера находится. Мне почему-то нравилось, как звучит Гранд-Опера. Мне казалось, это так вот как-то солидно. Плюс время, в которое я росла, были рынки, на которых можно было купить кассеты с балетами. И вот одна из кассет у меня, собственно, была с Гранд-Опера. На просмотр в Гранд-Опера вы так и не съездили? Этот вариант казался нереалистичным или поменялись желания и приоритеты? Ну, в какой-то момент мы все влюбляемся. Я росла в полноценной, полной семье, в любящей семье. То есть то, что я испытывала в детстве, вот эта любовь окружения родителей, я хотела уже там, в свои 18 лет испытывать самостоятельно. И мне было очень страшно, боязно куда-то уехать. Но я попала не в менее прекрасный театр. Первый театр, наверное, занимает особое место в сердце. Работа в Станиславском театре сделала из меня ту балерину, которой я являюсь сейчас. И все, конечно, опять же, благодаря Маргарите Сергеевне Дроздовой. Ее вере, ее тонкому, очень чуткому наставлению и направлению. Она одна из немногих, кто не пытается вылепить из своего ученика себя. Она помогает вытащить из своего ученика балерины индивидуальность и ее показать. Вы начали с кардебалета или сразу стали танцевать сольные партии? Один раз, который я стояла в кардебалете, это были как раз тени. Я и еще одна девочка, мы обе высокие, и нас поставили так, чтобы мы стояли, когда балет расходится на две стороны, чтобы мы стояли впереди. Это очень сложный опыт, после чего я каждый раз с огромным низким поклоном к девочкам, которые всю жизнь работают в кардебалете. Балета без кардебалета вообще не бывает. Кардебалет должен быть, и он должен быть сильный, крепкий, красивый. От него зависит, собственно, успех спектакля. Какая была ваша первая балеринская партия? Балет «Каменный цветок», хозяйка Медной горы. Огромное спасибо Сергею Юрьевичу Филину, на тот момент он уже был художественным руководителем, что он, возможно, при каких-то там своих сомнениях доверился и педагогам, да, и никак не влиял на, так скажем, ни на чей выбор. Как художественный руководитель он мог сказать, что девочка еще молоденькая, давайте не будем ее ломать. А он, так же, как и маститые педагоги, да, Юрий Николаевич Григорович, дали мне дорогу. Вам довелось готовить премьеру с самим Юрием Николаевичем Григоровичем. По словам артистов, это непростой опыт. Как все прошло у вас? Репетиции, конечно, с Юрием Николаевичем Григоровичем – это тоже впечатление на всю жизнь и память на всю жизнь. Когда ты в непосредственной близости с легендой. Все понятно, все разумно, все по делу. Тяжело, но оно того стоит, да, когда ты понимаешь, почему ты вот так сильно устаешь, и ты видишь результат и понимаешь, что это по-особенному красиво. Юрий Николаевич присутствовал на всех репетициях. Я помню очень хорошо одну репетицию, где проходили с Алексеем Любимовым, мой был партнер тогда. В первом акте, вторая картина, прошли встречу первую. Сложный кусок, много прыжков, много действий, много там переворотов, поддержек, и начинается вариация. Это не одна вариация, это несколько вариаций в одной. И первую часть прохожу, вторую часть прохожу. Начинается, к примеру, это третья часть. С шене, там нужно от 4 до 5 шене уложить, перейти в аттитюд, прыжок. Делаю первое это шене, первый прыжок, останавливаюсь, и я не могу двигаться. Мне кажется, я сейчас упаду в обморок. И руки эти невозможно поднять. Ногами этими невозможно двигаться. Но это мой вот первый большой опыт большого балета. Юрий Николаевич сидит на стуле в центре зала, стучит ногами, кулаками стучит по коленям и кричит: «Давай, ты можешь, давай, ты можешь». Нет повода для того, чтобы сдаться. Ты всегда можешь. Правда, всегда можешь до конца. В тот момент, когда мозг посылает сигнал «я больше не могу», еще остается огромное количество сил. И вот этот момент, когда ты себя перешагиваешь, да, пересиливаешь вот эти слова, которые не совсем защитные, ленивые, срабатывает, ты понимаешь, насколько огромный потенциал вообще у человеческого организма, у человеческого тела. До меня
станцевала столько балерин, и все разные, с разными длиной ног, рук. Я тоже смогу справиться, тоже способна это сделать. Во мне увидели этот потенциал и дали возможность раскрыться. Не сказали, ну, в следующий раз, а именно нет, сейчас. Здесь и сейчас ты должна, ты можешь, давай, вперед. Помню, как в детстве впервые увидела вас в театре Станиславского как раз в «Цветке». Вы тогда вышли на замену и совершенно всех покорили своей юностью и красотой. Но для вас ситуация, наверное, была максимально волнительной. Я пришла смотреть, как моя подруга, вот сейчас ее рост, да, вот ее вот это восхождение. Я знала, что у нее болит нога, но мы думали там, ну, что-то незначительное. Потом выяснилось, не ошибаюсь, трещина или перелом был плюсни. Сижу в зале, и такой у меня удар по плечу, я поворачиваюсь, вижу охранника. А охранники там у нас прекрасно, золотые люди просто. Вспоминаю всегда с теплотой вообще театр Станиславского Немировича Данченко. Говорит, Маша, вас вызывает за кулисы Урин. Я думаю, боже мой, что произошло? И Владимир Георгиевич говорит, что Маш, тут такая ситуация, нужно выручать. Сколько тебе времени нужно на подготовку? Я говорю, 40 минут. Он говорит, у тебя нет 40 минут, у тебя есть 15 минут, и мы начинаем второе действие. За эти 15 минут меня один красит, другой чешет. Начинается увертюра второго акта, и я за кулисами делаю, ну, я не знаю, 15-20 кругов я просто бегаю. Потому что ни шпагата, ничего не важно. Важно разогреть дыхание во всех партиях. Но конкретно в партии «Хозяйка Медной горы» дыхание должно быть разогретое. Давайте поговорим о ваших любимых балетах в театре Станиславского. Для меня на первом месте всегда будет «Русалочка» Джона Наймайера. До сих пор у меня вот в самом сердце, за которое, кстати, получила номинацию на «Золотую маску», очень сильно удивлена, потому что, казалось бы, роль второго плана, она не особо, сама Генриетта, принцесса, она весьма такая поверхностная, она влюбленная в принца, она из благополучной, богатой семьи, она многие вещи там не замечает, она этого не видела в своей жизни, поэтому для нее это как будто не существует. А для меня внутри это было по-другому. То есть где можно было показать вот эту вот улыбку, беспечности, она была. Но когда музыка менялась, оставить совсем эту беспечность, то есть если ты любишь принца, ты все-таки его любишь не для галочки, да, и вот показать эту разницу, что она тоже испытывает чувства, но в рамках того, где она выросла. Русалочка или поэт, у которых другие изначально предлагаемые обстоятельства, да, жизни были, и они свою любовь по-другому чувствовали. Но это не значит, что Генриетта не так любит или не так чувствует. Просто вот все мы растем в разных семьях. От многих артистов слышала, что уникальность метода Наймайера заключается в его глубоких и подробных рассказах о сюжете и особенностях героев на первом этапе постановки. Вас это тоже впечатлило? Он очень много рассказывал. Его балеты, конечно, это действительно шедевры произведения искусства. Балетов много, красивых много, сюитных, дивертисменты. Но не всегда есть так много глубины. Он вытаскивает иногда такие вещи, которые заставляют тебя размышлять много-много дней, не просто часов, минут, а ты эти слова перевариваешь, прокручиваешь и пытаешься внедрить в свой танец. Мне было очень интересно слушать, как он интерпретирует и как он это все перекладывает, литературные произведения на язык танца. Зрители, когда приходят в театр, они все же приходят не хлеба и зрелищ, они приходят со своими мыслями, со своими историями, в своих настроениях, да, там, думках каких-то. И когда они видят на сцене еще думающего артиста, по кассете выучить это будет совершенно другой балет, чем когда Джон сам рассказывает. Когда он рассказывает, балет играет настолько другими красками, ты видишь каждый нюанс потом пересматривая. Я не могу сказать, что мне «Русалочка» в записи, когда нам ее принесли, понравилась. Но после его рассказа этот балет для меня действительно поднялся в ранг шедевров. Это один из, наверное, немногих балетов, которые я бы с удовольствием станцевала бы еще раз, еще хотя бы один раз. Вернемся к вашим любимым балетам и партиям. Что бы вы выделили, кроме «Русалочки»? Начо Дуата, опять же, тоже. Я танцевала «За вас приемлю смерть», «Por vos muero». И работать с Начо Дуата тоже было
крайне интересно. Смысл передать телом «за вас приемлю смерть», что он через все проходит. Мы сначала выходим в таких исторических средневековых костюмах, постепенно переодеваемся, остаемся просто мальчики в телесных, по-моему, шортах, мы были в телесных купальниках. То есть когда ты остаешься как бы ногой, не голый, да, именно обнаженный ты остаешься, да. Ну, собственно, как мы приходим и как мы и уходим. Конечно, шедевр, просто шедевр, который, наверное, никогда не устареет. Это «Маленькая смерть» Киллиана. Балет, который можно смотреть вечно, бесконечно. Это лучшее прочтение музыки, да, Моцарта именно у Киллиана было. И потрясающий балет, я хоть и не принимала участие, но я видела, это «Шесть танцев». Вот это сочетание того, что они идут вместе, «Маленькая смерть», такое что-то эфемерное, возвышенное, одновременно и духовное, и не очень. И потом вот эти вот абсолютно приземленные эти «Шесть танцев». С чем связано решение уйти из театра Станиславского и Немировича Данченко? Мой любимый театр до сих пор, самый любимый театр – это мой дом. Для меня это было нелегкое решение, но мы все достигаем некого рубежа, да, когда нам кажется, а что дальше? В какой-то момент я понимаю, что вот как будто бы нет движения. Я хочу танцевать больше, а больше не могу, потому что спектаклей немного. Те спектакли, которые я бы хотела станцевать, просто мне не давали, потому что есть люди, которые кроме этого спектакля вообще ничего не могут танцевать. Перейти в большой было легко. На тот момент труппу возглавлял ваш бывший худрук Сергей Филин. Он как-то способствовал переходу? Пересекаемся с Сергеем Юрьевичем. Я говорю, так и так, ну вот, а есть ли такая возможность? И он говорит, да, Маша, это возможно, у нас будет просмотр, ты будешь просматриваться вместе с девочками, которые в третий курс, будет комиссия, будут сидеть педагоги. По результату, собственно, этого просмотра мы тебя примем в театр. Я понимаю, что ты уже с подписанной там ставкой прима-балерины, но здесь, ты понимаешь, другая иерархия. Но ты не будешь стоять в кардебалете, ты будешь танцевать сольные партии, но на ставку выше я тебя не могу взять. В итоге взяли на солистку. Очень быстро я натанцевала тот репертуар, при котором могла перейти уже на ставку первой солистки. Я пришла в театр и стала танцевать сразу очень много. Все-таки это смелый шаг. В театре Станиславского у вас были статус, имя, ведущие партии, а в Большом нужно было начинать все с чистого листа. Я одновременно боюсь нового, но очень люблю. Ведь это же не каждый может себе такое позволить, так скажем, за одну жизнь как бы заново начать найти себя в своей любимой профессии. Правда ведь? Я понимала, что мне надо будет работать, и меня это захватывает. Я люблю работать. Я переходила из сильного театра в самый сильный театр. Психологически это был сложный процесс? Как кастинги, просмотры, для меня они очень сложны. Мне кажется, что я недостаточно образована, недостаточно хорошо, там, не знаю, поднимаю ноги, я недостаточно хорошо вращаюсь, недостаточно хорошо прыгаю. При том всем, что у меня огромный, колоссальный опыт. К моменту перехода в Большой театр я уже выиграла золотую медаль на Московском международном конкурсе. Во мне нет вот этого бойкого характера. Во мне характер вечно сомневающегося человека. То есть я до последнего буду работать над собой, мне будет казаться все время, что вот что-то, вот где-то я что-то не доработала, где-то я что-то не учла. Расскажите, пожалуйста, про свой репертуар в Большом. Какие спектакли вспоминаете с особой теплотой? У меня было много выходов. Там. Я и в капелле танцевала, и фея сирени, и изумруды были. Люблю изумруды, люблю музыку изумрудов, костюмы, все какое-то вот прям действительно драгоценное, ювелирное. Марко Спада. Я не работала с самим Пьером Лакотом, но я работала с его помощниками. Бесценный опыт в плане того, что это совершенно другая школа, совершенно другой опыт. Да? Это та же классика, но она мелкая, ювелирная, излишне, возможно, можно сказать, излишне выворотная и приторно-четкая. Интересные для меня работы, очень волнительные. Была Мирей де Пуатье в балете «Пламя Парижа». На тот момент было большой проблемой скакать на одной ноге на пуанте. Для меня ничего не представляло такой сложности, как именно это движение. Там вся вариация актрисы построена на том, что она скачет то на одной ноге, то на другой. И волнение для меня было в таком количестве, что я, наверное, вообще в своей жизни столько не волновалась. Я для себя могу сказать, что я отметила то, что я смогла перебороть
вот этот страх того, что вот осознание того, что я могу не проскакать. Не все скачки были идеальны. Я поняла, что я для себя сделала огромный шаг вперед, так как я высокая, да, у меня там другое строение икры, другое строение подъема. Для меня это действительно сложное движение. Конечно, мы в школе все это все проходим, но если ежедневно изо дня в день не делать одно и то же движение, которое направлено на развитие конкретно силы, да, выносливости для этого движения, но, собственно, за 5 репетиций не получится. Чем работа в Большом отличалась от работы в МАНТ? Спектаклей такое количество, и это только кажется, что в Большом театре огромный штат сотрудников. Всегда танцуют в основном одни и те же, да, как ни посмотришь, одни и те же. Это правда так, это не... Кто-то в декрете, у кого-то болит нога, у кого-то, не знаю, там плохое самочувствие, там, температура, воспаление легких, все что угодно. И слава богу, что есть возможность держать такой огромный штат сотрудников, что эта машина будет ехать, ей есть на ком ехать, да, работать. Помню, как я сильно уставала. У меня не было никогда привычки, что в день спектакля ты можешь репетировать что-то. Такого вообще никогда не было в Станиславском театре. Это не значит, что в Станиславском театре было там плохо или неправильно, но просто здесь бесконечное количество спектаклей. У тебя 4 «Лебединых», потом 4, не знаю, Дон Кихота, потом 4 еще чего-то. И все это идет блоками, и ты постоянно что-то репетируешь, потому что ты во всех балетах занята. У меня так и получалось, что я за первый месяц или второй месяц работы в театре станцевала в 15 спектаклях. Вышла. В Станиславском, ну, максимум было бы 4. Из них был бы один, к примеру, там «Лебединое озеро», была бы «Эсмеральда Флёр-де-Лис», может быть, там «Повелительница Дриад» и «Маленькая смерть». Плюс еще к тому же Большой театр – это огромное количество на тот момент, огромное количество возможностей. Я очень много ездила на личные гастроли с театром Станиславского Немировича Данченко, на гастроли театра. Это все умножилось на 2. Как к вашему приходу отнеслись артисты театра? В классе Светланы Дзантимировны Адырхаевой, которая славится сплоченностью, было трудно стать своей? Ну, наверное, я бы так не сказала. Даже с опаской не относятся. Каждый занят своим делом, и зачастую им просто нет дела до тебя. Это может быть воспринято враждебно. Возможно, когда-то, вот как говорят, там дедовщина или что-то, ну, может быть, когда-то что-то такое было. Потому что откуда-то же появляются байки, что встала на что-то место на станке, там твои вещи выставили в коридор. Там что-то не так, где-то не услышали, как ты поздоровалась, еще что-то. Наверное, это неспроста появляется. На моей памяти ни в Станиславском театре такого не было. Ни по отношению ко мне, ни по отношению к кому. Ни в театре в Большом. Я попала в класс к Адырхаевой, к Светлане Зантимировне. Нас называли адырхаевцы. Говорили, вы прям секта, вот вы адырхаевцы, один за всех, все за одного, там, все плохие, вы хорошие. Это Филин так всегда говорил. Я говорю, ну а ведь так же должно быть. Светлана Зантимировна стала мамой в балете, вот, да, в театре. И, конечно, мы, вот как ее дети, мы должны жить дружно, потому что по-другому как семья разваливается. Ты становишься объемным, становишься целостным. Вот она нас обволакивала. Она очень сильно переживала, когда я ушла из театра. Она пыталась меня вернуть всеми силами. Она разговаривала с Вазиевым, что он допустил ошибку, что он подписал заявление, что он не должен был меня отпускать. Не хотела отпускать не в смысле, что это мое, а не хотела отпускать, как выпускать из гнезда. Вот ей казалось, что вот здесь вы у меня, мои драгоценные. Говорила, что я должна после декрета опять танцевать «Лебединое озеро», что это за дело, кто, если не ты. Ей огромное спасибо за эту веру, за вот неиссякаемую веру, за ее преданность вообще балету. С одной стороны, для нас это, как для ее учеников, пример для подражания, и вот то, что ты понимаешь, вот это истинное человек и искусство. Да? С другой стороны, я испытывала некую грусть, потому что ты понимаешь, что кроме балета ничего другого нет, и поэтому так. Но при этом полное ее включение в нас, в каждого человека, она радовалась каждому успеху, она билась за этот успех, за каждую партию. Сильная женщина была, с очень непростой судьбой. После ухода Сергея Филина отношения с новым руководством не сложились. В чем заключались разногласия? Опять начала думать, что же дальше. Вот я хотела станцевать и «Лебединое озеро» не только в Станиславском театре, не только в большей части мира, да, куда ездили на гастроли, но и в Большом театре тоже.
И я станцевала его. Я станцевала многие другие партии, да, и много там гастролей, как я говорила, всего. А дальше что? Дальше приходишь разговаривать с художественным руководителем, а он говорит: я тебя не вижу. Полагали огромные надежды многие артисты после ухода Филина, говорили, что сейчас придет Вазиев, и будет все по-другому, будет здорово, у нас будет много спектаклей. А потом началось то, что, в принципе, мне кажется, вообще в театре не должно присутствовать. Почему кому-то там дают, смотришь и не понимаешь, как бы, за что. Если за что-то, что находится вне театра, то у нас мамы с папами, женихи, мужья не танцуют, танцуем мы. Мы выходим на сцену, мы там доказываем. Да, сначала в зале, потом на сцене. Но не Вася попросил, Маша танцует. Зрителя не надо обманывать. Глупость считать, что и так как бы проглотят. Да? Пришли, в Инстаграм выложили фотографию, что я в Большом театре, и нормально. А это не проходит бесследно, да, незаметно. Уходит человек, он должен уйти с ощущением, что я хочу вернуться. А не, ну да, я побывала в Большом театре, а что, ну там танцевали. Ну, так не должны люди уходить из театра, правда? И я пришла увольняться по собственному желанию. Долгий у нас был разговор с Махар Хасановичем Вазиевым. Получалось, как будто я пришла, угрожаю мне, ну я тебе дам, ну куда ты спешишь, ты ведешься на это, либо ты играешь дальше в свою роль. Думаю, в принципе, я не хочу возвращаться в негатив конкретно, который связан с общением с руководством. Это, правда, для меня такой очень неприятный момент. Хотя, опять же, вспоминая Игоря Анатольевича, это было, ну, наверное, идеальные разговоры. Будешь танцевать? Будешь. А это будешь? Будешь. А это хочешь? Ты мог предложить, аргументировать почему, и он тебе либо давал, либо говорил: давай, покажи мне. Он тебя оценивал как артистку. Не как конкретно Маша ко мне пришла, а ко мне пришла артистка балета Маша. И вот артистка балета, да, я знаю, что она может. Ну вот, к примеру, в Дон Кихоте, Маш, ну не вижу я тебя, ну хочешь попробовать, ну попробуй, давай что-нибудь подумаем. Но это никогда не было: ты можешь, да ты не можешь. Я считаю до сих пор, что именно такими должны быть художественные руководители. Это не только мои слова, это слова многих людей. Оглядываясь назад, когда мы вспоминаем, в том числе и в Станиславском театре, что сколько было художественных руководителей, его мы вспоминаем как того человека настоящего. Ругаешь, но ты ругаешь за дело. Он не пытался обидеть. То есть он как бы ругался на всю эту ситуацию. Но при этом это не касалось тебя как личности. Это касалось тебя как артистки, которая не докрутила или не доделала. Не знаю, каким образом очень чувствовалась вот эта грань. Он не пытается убить в тебе веру в себя. Да? Получается, решающим стало несогласие с политикой распределения партий. Для меня было решающим мое внутреннее непонимание того, насколько мне нужно танцевать, проходя вот через то, что мне неприятно. Одно на другое накладывается, я думаю, ну, может быть и действительно, что у меня ребенок маленький, там, 2 годика на тот момент было. Может быть и, ну его как бы, я столько всего станцевала. В принципе, на тот момент я станцевала огромное количество балетов. Можно ли больше? Всегда можно больше. Надо вовремя, как говорится, остановиться. Я думаю, может быть, это вовремя сейчас. Какую роль в вашей жизни играет моделинг? Кажется, у вас было немало интересных профессиональных съемок. Модельная работа всегда была со мной на протяжении всей моей жизни сознательной. Первая моя обложка была в 15 лет, еще я в Киеве жила. Есть чем похвастаться. У меня есть две огромные работы с Патриком де Маршелье, который тоже, вот, к сожалению, ушел из жизни. Благодаря ему в моей жизни случился годовой контракт с компанией Chanel, рекламный контракт часов Chanel. И тогда стоял как раз выбор: выходить мне танцевать в «Спящей красавице», «Фею сирени», или все-таки ехать в Лос-Анджелес на 3 дня съемки, потому что я понимала, что я приеду, я не смогу станцевать после часовых поясов всего. И тогда Сергей Юрьевич сказал: Маш, «Спящих красавиц в твоей жизни будет еще огромное количество, а рекламный контракт может быть всего один». И сказала: езжай, все в порядке. Я поехала. До этого была работа также с Патриком де Маршелье большая. Это 10 полос мы отсняли для русского Vogue. У вас никогда не возникало мысли оставить балет и развиваться в серьезном модельном бизнесе?
От меня такие мысли не исходили, но как раз Патрик де Маршелье мне говорил: тебе нужно в Нью-Йорк, будешь работать здесь в театре, и у тебя будет все. У тебя будут все контракты, которые ты только хочешь, и даже если ты не хочешь в модельном бизнесе, потому что у тебя для этого есть все. Балет нельзя бросать, потому что в балете ты становишься звездой наряду с голливудскими звездами, да, балерина, и это поднимает твою ценность в модельном бизнесе в том числе. Я была влюблена в то время. Сказала, что я сейчас, если я уеду, вот может получиться, а может нет. А здесь, а родители еще тогда в Киеве жили, а вот так далеко. Не жалеете об упущенных возможностях? Опять же, сказать, что я жалею о чем-то, нет. Жизнь точно сложилась по-другому. И у меня, наверное, был бы другой муж, а я люблю своего мужа. У меня, наверное, были другие дети, а я счастлива, что у меня именно такие дети, именно с таким характером, именно такой внешности. Как это сложилось, на мой взгляд, абсолютно правильно, оно так и должно было быть. В какой-то момент вы пропали с радаров и перестали выходить на сцену. Случилась травма? Действительно, случилось для меня немножко неожиданно. У меня в левой ноге обнаружили жидкость внутри кости. Если жидкость будет увеличиваться, а она увеличивается от нагрузки, просто пережимается канал питания кости, и кость умирает. Ну, как-то я не совсем не готова была к этому. Мне предложили одеть сапожок Артез. Решила, что 5-6 месяцев в сапожке я потом не вытяну уже в своем возрасте никакой ногу, обойдемся без него просто отдыхом. Ноющая боль – это уже серьезный сигнал. И нужно задуматься, да, не выпить там нурофен или кто там что пьет, заглушить эту боль и идти танцевать дальше. Стоит ли продолжать рисковать своим здоровьем? Ведь после балета мне тоже нужно жить, продолжать полноценной жизнью. Но не готова я ради еще парочки балетов костыли на себя одевать. Можно ли сказать, что вы потихоньку завершаете карьеру? Я думаю, что да, я выбираю здоровье, я выбираю семью. Здесь также мои педагоги очень переживают и говорят, что буду жалеть, и могла бы танцевать там до 45 лет. Другой вопрос, хочу ли я этого. В параллельной вселенной, да, конечно бы, наверное, я бы продолжала танцевать. Но сейчас я понимаю, при возможностях показать детям мир, да, то, что я видела, да, научить их тому, что я умею. Это хочется мне сделать. Я хочу видеть успехи своих детей сейчас, потому что они маленькие. Через 5 лет они уже маленькими не будут. Их это уже кто-то научит. Там, няни, учителя, что-то. Но я хочу видеть их успехи сама, вот эти вот их маленькие шаги. Да, это то, что останется со мной, опять же, в моей памяти. И жертвовать этим ради еще там нескольких лет, а может быть даже не лет, может быть нескольких месяцев всего, да, и потом какая-то серьезная травма, которая застанет уже врасплох, да, потому что опять войдешь в кураж, да, в этот, наверное, не хочу. Планируете попробовать себя в роли педагога-репетитора? Ну вот сейчас я потихоньку уже перехожу на педагогическую деятельность. Высшее образование получила, да, мне педагог-балетмейстер. И здесь я начинаю вести классы, пока вот определяюсь, танцую я или нет. Сейчас начинаем с молоденькой девочкой готовить «Лебединое озеро». Посмотрим, что из этого выйдет. С оглядкой на всех своих педагогов, со своим и с их опытом большим, я стараюсь взять лучшее и не допустить той ошибки, о которой говорила, не лепить из человека себя, открывать его. В Москве вы, кажется, работали и со взрослыми любителями. Немножко занималась, но я понимаю просто, что я отношусь серьезно к своей профессии. Да, это приносит огромное количество денег, но заниматься для того, чтобы кто-то похудел, не совсем моя история. Все-таки искусство, хочу, чтобы оставалось искусством. Ваше ближайшее будущее будет посвящено преподаванию? Но не могу сказать, что точно вот прям мое. Однозначно мое – это моя семья. Если это не будет мое новое амплуа, не будет мешать мне заниматься и развивать своих детей, то значит так правильно. Если нет, то нет. Я выберу все же семью.